Ирина Губанова. Если начинающего заклевать, то он будет писать без радости, и уже не так будет у него получаться. Согласен на все 100. А кто знает, может, он станет известным, хотя это не главное. Главное не затушить в нем пожар желаний к написанию. И чтобы ему самому нравилось, прежде всего, его работы. Я очень благодарен учителям в школе. Там с 5 класса и дальше я рисовал бесконечно. Рисовал в тетрадочке. Они сначала ругались, но поскольку я учился, в общем-то, хорошо, они махнули рукой и привыкли к тому, что я всегда рисую на всех предметах. Рисовал я, конечно, гитары и машины. Вот какой-то дух такой дизайнерства. Я постоянно все время что-то изобретал. Новые конфигурации электрических гитар и легковых автомобилей. Сзади, спереди, сбоку все, у меня все горело. В смысле, очень интересно мне было все это сочинять. Ручка красная и там синяя, черная, все. Да, но рисовал еще группы, которые играют там, значит, в каких-то ракурсах. Мне очень нравилось. Так вот, учителя не задушили этот пожар, и все. Потом я начал готовиться в Строгановку поступать. И все уже было по-серьезному, как мне казалось. Построение, живопись. Никто ничего не умел на самом деле учить, пока я уже не поступил. И все это с улыбкой вспоминаешь, все эти мои походы к каким-то там так называемым учителям. В любом случае мы учимся все время сами, друг у друга. Книги у великих учимся. А великие это что? Это книги, в которых есть иллюстрации, на которые можно смотреть. Ну и походы в музей. Там, конечно, никто ничего не расскажет, как и что, и вообще как нужно смотреть. И Коровин мне не сразу нравился, и Врубель не сразу. Репин сразу, Шилов нет вообще. Значит, я мальчиком уже понимал интуитивно, что есть хорошо, что плохо. Вот ребенок мыслит так, абсолютно взрослое внутри ощущение, хотя там, я не знаю, 5-классник или 4-классник, внутри зрелое ощущение, что есть живопись, а что нет. Согласитесь, или вы по-другому как-то так переживали это в детском возрасте, напишите, это интересно. Почему интересно? Потому что сам механизм возникновения вкуса живописного, вот как это возникает, это чрезвычайно интересно, как это в детях возникает, с чего. 2 ребенка, близнецы, одинаковые, один есть вкус у него, а у другого нет. Как это? От чего? От прошлых, конечно, жизнев. Ладно, так вот. Может, он станет известным не главное. Это, конечно, не главное. Главное, чтобы была радость. Вот на класс одна женщина вчера пришла, она говорит, я тоже, как вы, долго не писала, много лет. И сейчас поняла, что смысл не в том, чтобы там писать, чтобы продать, а в том, чтобы найти в себе источник радости, когда ты пишешь. Достаточно этого. Давайте что-то другое продавать, я не знаю. Пирожки печь, ходить продавать. А на эти деньги покупать краски и рисовать для души. И если внутри поет голоса пошли, то есть песня звучит какая-то радостная, это критерий того, что мы на правильном пути. Вообще единственный критерий есть, что мы на правильном пути. Это радость в душе. Если ее нет, что-то не так. Нужно что-то менять, присматриваться, почему нет радости, куда она подевалась. В детстве, даже в каком-то там, я не знаю, небогатом, нищенском, почти полунищенском, в детстве дети находят радость, я не знаю, в канаве, в Индии, в луже какой-нибудь. Они копаются, у них радостные лица, глаза у них горят, глаза светятся огнем радости. Не знаю почему. В Индии так. Конечно, и в других странах, естественно. Если ребенку не давать все время подзатыльники за то, что он не так, все не так, а поощрять любые его начинания и стремления к любым подделкам, я не знаю, к тому, что он чем-то там занимается увлеченно, конечно, не затушишь пожар, будет толк.
росток прорастает через асфальт. Какая-нибудь щелочка там уже растет. Анжела Сидорова. Помню, я, увидев художника, который писал на территории храма, подошла и спросила разрешения посмотреть. Разрешил. Поговорили. Ведь человек, читающий в парке на лавочке газету, не ожидает, что кто-то подойдет сзади и гавкнет так вот. Нет, тут аж по-другому написано. Начнет читать за плечом твоим и еще комментировать начнет прочитанное. А вдруг это судьба, может быть, его комментарий, и эта встреча. Не бывает же случайных встреч. Это знак высшего благословения. Пришел, значит, тебе посланник от нашего начальства и что-то там прокомментировал, прочитанное. Ко всему можно относиться как к разговору с начальством. Ко всему. Песня звучит гадкая какая-нибудь. Я сегодня ходил там в одно место, там совершенно дебильное. Значит, это со мной разговаривают таким языком, чтобы я что... Меня это, понимаешь, раздражает. Вот это глупость какая-то. А мне в мозг... Я деньги заплатил, а они мне в мозг втыкают то, что... дикость какая-то просто, дикость. Кто-то решил, что мне это слушать нужно. Я вообще поражен. Ладно, неважно. Так вот, Жеся на это пишет, что именно об этом я и говорила в том комментарии, когда подходят и спрашивают сфоткать. Я всегда разрешаю, уважаю вежливых людей. Кто ж их не уважает? Кто вежливых? Конечно, все мы рассчитываем, что все будут вежливы. А подходит невежливый, и мы начинаем там это самое. Вся петрушка, вся недолга в том, что мы ожидаем увидеть, мы вежливые, например, да, и что так же к нам. А если это не случается, у нас буря начинает в этом кувшине, в стакане. В кувшине я, кстати, наброски в кувшин хожу по субботам. Приходите. То есть, значит, начальство через этого посланника, который не попросив разрешения сфоткать, щелкает, клацает, вот так вот над ухом, затвором все время 30 раз. Значит, нам он послан. Так же, ошибок же не бывает. Он же послан не спрашивать разрешения. Мы тут, закипает наш чайник, да, уже кипяток идет, а он все клацает. В лоб ему дать или попросить. Но нам-то эта штука, вот эта ситуация, для чего-то же послана. Для чего? Если можешь терпеть, терпи, да? Если не можешь, значит, попроси вежливо отодвинуться, клацать подальше. Как отличить? Можем мы эту ситуацию изменить или не можем? Конечно, можем. Надо ему сказать кое-что. Ко мне подходили. Я, кстати, Жесе писал в Которе. И подошел дядечка с сыночком там, да, и мама. Когда мама... Да, и они прям вперлись. Нет, это был другой случай. Парень с девушкой прям вперся вот так же из-за плеча и смотрит. И мне-то все равно. Но поскольку мои студенты реагировали на это, я решил провести эксперимент. Я спросил его: за компьютером работаете? Да. Пишите тексты какие-то, письма кому-то интимного характера, клацаете, набираете. И вот вы набираете кому-то письмо тайное, а подходит, понимаешь ли, жена, подруга, спутница через плечо, не спрашиваясь, а вы не успели закрыть страницу. Что тогда? Он говорит: нормально. То есть нормально человеку, что вы пишете письмо, значит, начальству, я это имел в виду. Тайное, это значит, очень интимное письмо начальству. И кто-то раз заглядывает и смотрит, что ты там написал вообще. Правильно ли орфографию поставил, запятые, вот это все. Конечно, это агрессия. Конечно, это вмешательство в ваш внутренний мир. Считается, что если человек дольше там 1 секунды посмотрел на вас, вы, например, едете в метро, уже все, скоро станция, и кто-то на вас
вперился, так, больше секунды. Это уже считается, что он нарушил ваше личное пространство. Слишком долго, что ты смотришь? Сразу возникает, как сказать, диалог такой, да? А может быть, вы ему понравились. Конечно, личное пространство нужно защищать. И для этого можно купить палатку такую, знаете, на распродажах, на ярмарках ставят такие железочки и тент. И внутри стоят, никто сзади не подойдет. А можно, кстати, сделать футболку, на ней написать и спереди, и сзади. Люди же сзади, например, подходят там за плечо. А там написано, что придумайте фразу и напечатайте футболку. Там, я художник, фотографировать можно, у меня ничего не получается, я учусь, выпью, если нальете. Что-нибудь там придумайте, чтобы оттолкнуть, либо притянуть, чтобы, я не знаю, чтобы не подходили, не мешали. Уважаю вежливых людей, можно написать, например. Попросите разрешения, прежде чем фоткать. Нормально. И сразу будет хорошо. Площадь, освещенная солнцем. Кафе, зонтики. Люди ходят, люди сидят за столиками. По свету лучше ударять большой кисточкой. Зонтики, например, самая светлая часть, да? Дома, деревья, тень от строений, свет на асфальте, в общем, с ума можно сойти от обилия деталей, как в этом во всем разобраться. Но утверждаю, что есть способ. Об этом 50-й урок не пропустите. Я очень рекомендую его посмотреть, чтобы научиться писать свет в пейзаже.